Друзья, всем привет! Сегодня мы своими руками будем создавать систему управления вот этим двигателем. Это газотурбинный движок АИ-8. На данный момент регулирование мощности производится просто обычным авиационным краном, который раньше выпускал шасси аварийно. Это неправильно и на самом деле очень опасно, потому что кран я могу полностью перекрыть, и тогда блок управления топливом подает максимально возможное давление на форсунки. То есть сколько качает этот насос, все давление идет прямо туда в двигатель. До 50 атмосфер доходит, хотя максимальная рабочая у него 36 атмосфер в топливной рампе. Поэтому нам с вами придется придумать новую систему. Я здесь вот уже дома немножко посидел, порисовал такие интересные картинки. Хочу сделать линейный регулятор. Мало того, что он в полностью закрытом состоянии должен будет оставлять щель, чтобы все регулировалось и мы не доходили до максимума по топливному давлению. Вот. А остальные отверстия перепускные, они будут позволять линейно регулировать производительность. Опять же, их можно настраивать будет. Поршень герметизируется здесь и здесь резиновыми кольцами. Я надеюсь, они смогут удержать давление там, до 36 атмосфер. Здесь два штуцера, входной и выходной. А поршнем я буду, получается, перекрывать все вот эти отверстия. Ну, в общем, такая система. Далее мы увидим, как это будет выглядеть в железе. Потому что я незамедлительно приступаю к токарке. Возьмем кругляк из бронзяки и сделаем первую деталь. В системе будет предусмотрено довольно-таки большое количество уплотняющих колец. Под одно я уже сделал паз и, собственно, вставил его туда. И теперь протачиваю тело. В этом теле мы будем сверлить отверстия. Следующую детальку задумал делать из стали. Из обычного черного металла. Вот надо только лишь отрезать кусочек болванки, потому что следующая деталь больше по размерам. О, пошел процесс. Что-то шкребет, но не режет. Ой-ой-ой. Что за сталь здесь? Аж страшно. Ну, вроде бы окалину прошкребло. И процессик пошел. Очень жестко. Да, не очень дружелюбная сталь. Да, резец нормальный. Что же делать, а? Нашел у друга пруточек немножко попроще. Ну, как мне кажется. По крайней мере, диаметр меньше, это уже проще. Не буду испытывать судьбу с этим металлом. Слишком он жесткий. У меня какой-то весь такой металл. Где я его набрал, непонятно. Но весь какой-то нечеловеческий. Ну что ж, попробуем этот. О! Даже без подпорки режется нормально. Видите, в чем разница, ребят? И запах другой. Пахнет металлом приятно. Все, надо снять вот это лишнее. Пошла двойная обработка и сверлом, и резцом. Как раз в такие длинные проходы можно заниматься.
Обратите внимание на звук режущегося металла. Продолжаю везде, где можно, работать резцами, точнее пластинами по алюминию. Пока что очень нравится, как они работают, как они стоят. Стоят, конечно, по стали не сверху они, круто. Но зато вот таким расточным, длинным, тоненьким резцом я протачиваю. И ничего нигде не отжимает. Все прекрасно работает. И деталь очень легко получается в размер. Пробуем, как заходит. Великолепно. Продолжаем дальше. Деталь явно не авиационная по весу, но пока не планируется делать самолет. Зато планируется, чтобы не повело ее при сварке. Итак, что у нас здесь получается? Ну, во-первых, вот она, эта основная деталь. Я уже даже попросверлил отверстие. Отверстия диаметром 0,4 мм. Очень тоненькие. Да плюс я еще пытался подзакернивать. Здесь у нас уплотнительное кольцо, здесь уплотнительное кольцо. Это нужно для того, чтобы изолировать вот эту часть, в которую будет подаваться с этого штуцера давление или что. Я еще пока не решил, в какую сторону подавать, сюда или сюда. Ну, а поршень у нас, который будет ходить вот здесь, он должен быть изолирован вот этим кольцом от всей остальной камеры. В общем, вот так это все вставляется и в двух местах изолируется. Шток поршенька, и для меня это очень важно, будет герметизироваться двумя резиновыми кольцами. Сделать было, конечно, эти канавки непросто, и особенно затолкать дальнее кольцо. Но вроде бы все получилось. Долго я, конечно, пыхтел, но получилось. Здесь, кстати, даже забыл торцануть это дело. Но еще все впереди, еще будет дорабатываться. Ну и на поршеньке тоже резиновое колечко присутствует. Методом сварки присоединил его к штоку. Шток полированный от ЧПУшных направляющих. Здесь диаметр стабильный и хорошая чистота поверхности. Надеюсь, эти колечки, что там внутри, не позволят давлению выплеснуть часть керосина на улицу. Все, хоп, здесь вот резинка торчит, и винтики будем закручивать, она сожмется и уплотнится. Давление должно быть, еще раз напоминаю, до 36 атмосфер. Тогда мы выйдем на номинал этого двигателя и не превзойдем его. Пришло время предварительных испытаний. Поставил устройство и будем пробовать сейчас. Шток двигается, все нормально. Давно ничего не запускалось, даже как-то не в своей тарелке, не знаю, с чего начать. Ладно, включаем. Ага, все пошло. На всю сразу, я думаю. Не, ну, запускается великолепно, волшебно по-прежнему. Но что-то силы не хватает у меня надавить. Надо какой-то рычажный механизм.
Блин, я даже не знаю, он же будет отжимать все время потом. Что тогда, на ресницу? А почему там вроде как это должно работать? Блин, без понятия даже, что делать. Да, друзья, полнейшая фиаско. Ну как полнейшая? Теперь уже можно сказать, что это была лабораторная работа, которая позволила выяснить кое-какие моменты. В общем, додавил я лишь до 20 атмосфер повышения давления. Оставался где-то там последний миллиметр. Но я не думаю, если бы у меня силы хватило сжать его, я не думаю, что было бы больше. Это, скорее всего, дошло до последнего отверстия, и оно уже так же полное давление было, все эти атмосферы, оно просто уперлось, и я не смог продавить. Чтобы продавить 20 атмосфер, нужно было бы на шток 40 килограмм воздействовать. Так получается. Именно так работает это последнее отверстие. Ну что же теперь делать? Во-первых, 20 атмосфер это мало, надо 36. То есть перекрывать надо сильнее, и то есть получается отверстие должно быть гораздо меньше, чем 0,4 мм. Я даже не знаю, что делать, но надо разбирать по-любому и преобразовывать это устройство. Из поршневого, думаю, надо в золотниковое его превратить. Тогда будет меньшая нагрузка на шток. Но опять же надо продолжать работы. Из приятного выяснилось, что вот отсюда при 20 атмосферах ни одной капли не выпало. Герметизация обалденная. Значит, далее концепция такая. Вот эту деталь буду дополнять еще одной деталью. А полированный шток будет служить золотником. Хотел сделать сначала иглу, а потом меня осенило. Можно и без иглы сделать плавную регулировку. Можно сказать, вторая серия пошла за одно видео. Ну что делать? Вот такие работы, видите, ну никак оно так вот само по себе не получается. Одну задумку попробовал, теперь будем пробовать другую. Опа, есть! Сейчас цель сделать высококачественную втулку. Отверстие буду делать под развертку. Делаю из бронзы марки Brush. Прошел отверстие разверточкой. Очень плотненько получилось. Ну, надеюсь, через эту щель не будет все протекать. Теперь можно напрессовывать. Сначала хотел подогреть, но потом что-то попробовал. Оно как-то не особо расширяется. Тем более оно, скорее всего, дойдет до половины и перестанет расширяться. Поэтому будем напрессовывать прям так, с маслицем. Идет довольно-таки уверенно. Все, дошло до конца, уперлось. Как насчет соосности? О, отлично. Мы близки к изобретению новой конструкции. Золотникового типа на этот раз. Для того, чтобы сделать микроскопическую канавку внутри, сделал супер маленький резец. Резечек просто красавчик. Кольцевая проточка нужна для того, чтобы во всех положениях работала система. Это довольно-таки трудно увидеть, но там внутри теперь есть проточка. Все, в принципе, можно собирать и делать средства автоматики, ограничивающие ее и делающие рычажность. Потому что толкать рукой это жестко. Хотя диаметр уменьшился, и теперь сила толчка будет гораздо меньше, чтобы бороться с давлением. Собственно, для регулирования подачи сделал клиновидный пропил. Здесь он очень маленький в начале, а в конце он довольно-таки большой. Ну, все это дело можно будет еще корректировать, причем без особой разборки. Чтобы ограничить ход, дабы не выпадал шток, сделаю вот сюда стакан.
Ну вот, система потихоньку усложняется. Здесь уже целая куча деталей. Сделал площадку крепежную. Можно будет в будущем за нее как-то где-то что-то куда-то крепить. Вот. Можно подсобрать, предварительно почистил все. Должна соблюдаться чистота. Вот такая у нас сегодня гидравлика. Никаких заеданий нет. Есть ограничения по ходу золотника. Так полностью открыто, так полностью закрыто. Ну, можно как-то там делать пропилы, чтобы не полностью закрывалось и не полностью открывалось. Это мы еще увидим как надо, когда будем делать испытания. Далее, хотелось бы сделать какой-то исполнительный механизм, исполнительный рычаг, чтобы можно было приятно управлять. Сейчас что-нибудь придумаю и будем ставить тестировать. Тестировать. Зачем ты их тестируешь постоянно? Какой в этом смысл? Друзья, я уже помню, не один раз объяснял, что смысла нерабочий двигатель куда-то ставить уж тем более нет никакого. Надо хотя бы сделать его. Надо, чтобы оно работало, давало тягу или крутящий момент, а потом уже куда-то ставить. Я понимаю, что вы очень быстро хотите результат получить. Ну увольте. Даже Илон Маск не может это быстро получить. Даже у него куча проблем, все взрывается, ничего не летает. Какой в этом смысл взрывать ракеты Илон Маску? Ну, короче, ладно. Надеюсь, вы поняли. Не поняли, буду повторять бомбежку такую когда-нибудь еще. Хотя бы в комментариях. Извините, постоянные подписчики, что вам пришлось это выслушать. Но вы же не объясняете в комментах этим ребятам. Приходится мне объяснять. А вам приходится это выслушивать. Ладно. Кайфуем дальше. Пришлось таки прилично заморочиться и сделать еще десяток деталей. Ну, во-первых, это ручка Рут. Вот она. Она вообще-то как настоящая. Точнее, настоящая. Здесь сделал сопряжение, потому что, ребята, экономия металла. Нет у меня уже таких длинных алюминиевых заготовок, поэтому приходится сращивать с нескольких половинок. На конце эбонитовые ручечки, все зашлифовано, все красиво. Так, далее сделал тягу вот такую. С одной стороны она как рогатка, с другой стороны она вот такая. Отверстия пройдены. Вообще здесь все отверстия пройдены разверткой. Крепится на фиксаторах, вот таких колечках. И сделал валики с пазами для этого дела. В общем, никаких болтов сегодня. Все, так сказать, на подвижных соединениях. Итак, все, друзья, штуковина готова. Вот смотрите, как она работает. Хоп. Очень круто. Уже себя чувствую, как будто бы в самолете. Конструкция получилась вполне себе настоящая, а это говорит о том, что, имея токарный станок и несколько других станков, можно делать абсолютно промышленные вещи, которые будут выглядеть как настоящие и быть настоящими. Но у нас еще пока эта вещь требует испытаний и требует доводки тонкой. Поэтому надо ставить на движок и смотреть, что получилось. На себя будет газ, а от себя будет тормоз. Все, можно пробовать фактически. Ну, рукоятка, конечно, жестокая получилась. Прикрутил намертво к станине на изготовку. Так, погнали. Первый запуск был неудачный, в смысле камера его не засняла, к сожалению. Там ничего интересного. Так, поставил ручку на минимум. И пробуем.
Вот это был настоящий помпаж. Непонятно почему, потому что, наверное, резко нельзя сброс делать. Ну, работает прекрасно. Сохранить. И второй раз погнали. Потому что сюда нужно ставить теперь ограничительное кольцо, ибо он выходит таки на чрезвычайный режим теперь. Раньше он не дотягивал до 20 бар всего лишь. Сейчас я до 40 бар его толкал. Наверное, зря я это делал. Но хотелось попробовать. Уж очень хорошо работает система. В общем, а сейчас мы будем замерять. Замерять расстояние. И надо отрегулировать здесь все. Все, друзья, закончился керосин. Все вроде бы неплохо работает. Сделаю ограничитель. И в следующем видосе на эту тему мы будем стартовать движочек вот с этим соплом и измерять тягу. Надеюсь, удастся раздобыть керосинчика по-быстрому. И тогда видос выйдет быстро. У меня на этом все. Кому интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч.